Усім прывітанне! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. И вы не представляете, какой облом, когда я начала монтировать этот влог. И оказалось, что этот кусочек влога без звука. Поэтому я записываю поверх, буду вспоминать, что вам рассказывала. Итак, значит, что вы здесь видите у меня на столе? Это носочки и кое-что интересное. Кое-что интересное — это то, что я вам говорила, буду вязать на занятиях гимнастики, когда мои девчонки занимаются 2 раза в неделю. Вот, значит, это проект, который организовала Оксана, Oxy Magic. Ссылочку на ее канал я оставлю внизу в инфобоксе. Значит, Оксана хочет сделать плед дружбы в виде такого города, состоящего из многочисленных домиков. Это будет очень интересно и очень здорово это будет выглядеть. Вот, поэтому я решила поучаствовать, но поучаствовать так тихонько. То есть Оксана не знает, что я вяжу эти домики. Посылочку я уже отправила. Так получилось, что не вышло у меня отправить сюрпризом. Мне нужен был номер телефона ее, поэтому она догадывается, что посылочка едет. Но я думаю, что все равно это будет таким сюрпризиком. Все-таки она не знает, что там едет. Значит, я связала 3 домика. Один чуть-чуть попозже вам покажу. 2 останутся в секрете, потому что я хочу, чтобы вы посмотрели это в видео Оксаны. Я думаю, она обзор сделает. Значит, вот такой домик я связала. Вывязала жаккардом свой ник Microtoys BY. Этот ник у меня фигурирует во всех соцсетях. Так магазины мои называются. И написала его на латинице. Соответственно, 2 других домика, там тоже надписи, и они тоже будут на латинице. Вот, значит, на своем канале Оксана показывала, как вязать жаккард, сколько петель нужно набирать, что вязать. В общем, я делала по ее мастер-классу. Вот здесь я показываю вам, что у меня немножко жаккард виден, потому что я вязала, вот как Оксана рекомендовала, крючком 2,5 из джинса. И так получилось, что у меня плотность не подходила, мне приходилось, расхлябанно вязать достаточно. Вот, и поэтому я, как вышло, так вышло. Такой домик, я думаю, что ничего страшного. Уж очень мне хотелось тут поспешить и сделать, хотя этот проект, я так понимаю, что Оксана будет собирать домики до февраля или там до конца января, не знаю, что-то вот такое. У Оксаны в феврале день рождения, и вот она к этому сроку хочет собрать весь пледик. В общем, для этих домиков я специально покупала джинс. Я думаю, что джинс у меня найдет место, куда я его еще применю. Ну, а эти домики уже скоро-скоро будут у Оксаны. И, конечно же, кроме этих домиков, я решила еще чем-то дополнить, сделать такой немножко рождественский подарок. Поэтому чуть-чуть попозже покажу вам, чем я еще хотела там дополнить. Ох, как много мне пришлось вырезать. Что я там рассказывала, я уже не помню, это было давно. Ну а следующее — это дополнение. Вот такой вот орешек. И что же в этом орешке? А в этом орешке, ой-ой, перевернулся. А это зайка. И вы не поверите, этот зайка связан по новому мастер-классу, который на своем канале тоже выложила Оксана. Я оставлю опять же ссылочку в инфобоксе на ее канал, где вы сможете найти и этот мастер-класс, и другие. Я решила сделать этого зайчика в миниатюре. Думаю, что это будет для Оксаны, особенно интересно, потому что когда просто я бы связала миниатюру, ей, конечно, бы понравилось. Ну а здесь именно по ее мастер-классу, это же так здорово, так круто. Поэтому этот зайчик тоже отправится к ней. Выполнила я в таких достаточно похожих цветах, как вязала она. Думаю, что классно. И здесь я рассказываю о том, что когда я вязала, у меня получились пропорции, к которым я не привыкла. Маленькая голова, большое туловище. Это пропорционально, очень пропорционально. Но для меня это так непривычно, что я пока не собрала зайчика полностью, но мне казалось это не совсем
красиво, что ли. Вот, но потом, когда я все детальки собрала, получился зайчик просто превосходный, мне он очень сильно нравится. Ну и я думаю, что он понравится также и Оксане. Ну и еще я, не знаю, здесь или где-то говорю, что отправлю ей еще одну свою игрушку, которую хотела бы, чтобы она периодически садила на свое вязаное кресло. Тоже, если вы не смотрели ее видео, предлагаю вам посмотреть. Вот, и думаю, что тоже вам будет интересно, как моя игрушечка выглядит в этом кресле. Итак, я довязала носочек. Оказалось, что я вяжу не в технике Helix, я просто вяжу, заменяя каждый ряд ниточку. В общем, я на самом деле уже связала полностью все носочки. Об этом я в конце влога забыла сказать, но суть в том, что я все довязала. Мне осталось их запрятать кончики, постирать, высушить на блокаторах, и все будет замечательно. Но больше я такие носочки вязать не буду. Здесь набрано в окружности 60 петель, вязала я на спицах 2,5, и все равно мне не нравится, как они смотрятся на ноге. Вот когда они лежат на столе, превосходные, очень красивые носочки, когда их одеваешь, фу, мне не нравится. Следующее, что я вам покажу, это то, что я начала учиться полимерной глине, и я решила заниматься, ну как попробовать себя в шарнирных куколках. Я вам оставлю ссылочку на Анфису, наверное, и в Инстаграме, и ВКонтакте. Это обучение проходит ВКонтакте. Я успела записаться по очень потрясающей цене. Там будет просто кладезь информации. Вот, так что если вам что-то интересное из этого будет, тоже найдете всю информацию в инфобоксе. Значит, полимерная глина мне дается очень тяжело, очень сложно с ней работать, потому что, ну, мои руки не привыкли к этому, нужно очень много практики, поэтому я просто хочу сейчас попробовать сделать парочку куколок для себя. Сейчас я поставлю и покажу вам, что у меня вообще там получается. Вот, значит, я сейчас сделаю, там будет много куколок, мы будем делать. Мы для них будем делать обувь. Уже Анфиса выложила информацию, как сделать обувь. Также мне очень интересно, как будут делаться глазки. Там и расписные, и вставные глазки будут. Также там будут парики, как их делать. В общем, там столько информации, поэтому я оставлю вам ссылочку. Вы уже смотрите. Цена на курс, конечно, подросла. Вот, но я думаю, что дальше будет еще дороже стоить этот курс. И если вы хотели попробовать себя в шарнирных куколках, ну, я советую вам сейчас сделать себе подарок на Новый год и пойти обучаться, чтобы у вас просто в копилочке этот мастер-класс был, потому что там бессрочный доступ ко всей информации. Видео очень подробные, очень интересные, много информации по тому, как запекать, что делать. Я столько всего интересного узнала. И в дальнейшем я уже эти навыки применила, потому что я дальше делала обувь для куколки. Дальше во влоге вы увидите это. Вот. Ну и здесь я вам показываю, что у меня вообще получалось. Вот я слепила 2 тела, потом лепила для этих тел, для животиков грудь. Очень сложно мне было это все делать. Делала дополнительные шарниры. Я поняла, для чего они нужны, как это все работает. Я в восторге. Я просто готова петь оды этому мастер-классу. Это просто вот самый лучший мастер-класс за этот год, который я приобрела и вам советую. Поэтому все, дальше не буду повторяться, потому что я дальше буду говорить, что он потрясающий, он классный, вам надо обязательно сходить на него, обязательно изучить. Это очень интересно и для вязаных изделий, потому что все-таки это шарниры, это интересно, можно что-то перенять для вязания. В общем, я вам оставлю ссылочки, вы уже решайте сами, но я советую. Я реально не помню, что я там рассказывала. Я опять же удалила большую часть. И сейчас буду заканчивать уже эту часть влога. Дальше уже звук будет
Я правда очень извиняюсь, что так получилось, и не понимаю, почему не сработал микрофон. И я не знаю, как проверять это, будет он работать дальше или нет. К сожалению, вот такой вот косяк вышел. Прошу понять и простить. А дальше уже давайте мы посмотрим, чем же я занималась, какие игрушки вязала. И, конечно, по плану я идти не могу, у меня постоянно что-то меняется. Все, приятного вам дальнейшего просмотра. Итак, давайте продолжим. Прошло уже несколько дней, и я хочу похвастаться своим подарочком от Светы. Я оставлю ссылочку на Свету. Света шьет для кукол одежду. Мои все куколки одеты в одежду, которую пошила Света. И вот я примерила для моей Миди, это Миди Блайс. И вот думаю, может ей сделать мейкап хоть немножко. Я не знаю, вспомню ли я, как это делается. Могу ли я сделать? Посмотрим, может сейчас уделю немножко времени, чтобы ее поделать. Часик. Посмотрим. Потому что этот блеск мне совсем не нравится. Хотя бы его убрать. Потом. Вот. Света мне прислала для моей куколки вот такой костюмчик. Смотрите, как он красиво смотрится. Штанишки вообще такие классные. Все прям подогнано так классно. По телу очень здорово. И Света делает сама теперь ботиночки. Тоже потрясающе. Мне очень нравится. Спасибо большое за подарочек на день рождения, который был. Вот. Так что я думаю, что, наверное, я эту миди разберу и сделаю и что-нибудь придумаю. Глазки у меня где-то есть. Глазки можно поменять, сделать. Вот. Ну и самой ее хотя бы блеск убрать. И вот этот вот губы такие страшненькие. Переделать. У меня еще есть две миди. Нужно было бы, наверное, их сделать. И пускай бы они такие красивые у меня уже были. Так, и я сняла видео вот с таким вот зайчиком. Вязала его. Как я уже говорила, я хочу сделать небольшую коллекцию. Вчера я думала, может сделать так, может сделать по-другому. И в итоге поняла, что нет, слишком много планов я себе строю, поэтому буду делать, как изначально задумывала. Поэтому сегодня я буду вот куколкой позанимаюсь. И сегодня буду делать дракона. Дракон будет такого мятного цвета красивого. И в дополнение к нему будет такой розовый. Мне кажется, очень красивое сочетание будет. Вот. Я думаю, что вы потом поймете, что это за коллекция. И еще я начала делать куколку. Вот вчера связала тело. Ну, а сегодня уже доделала все остальное. Обувь я делала из полимерной глины. Так как я сейчас полимерной глиной занимаюсь, в прошлой части вы слышали. Вот, и эта куколка, так, вы не видите, она стоит на этой обуви. Очень круто. Значит, она будет рыженькая. Я ей буду делать рыжие волосы. И вот в таком платье она будет. Платье из Moulinex Cloud. Вот. Простенькое платье сделаю. И обувь я делала, чтобы это было похоже. Ну, такая прикольные ботиночки получились. Вот, значит, так, она будет в платье. Вышивку делать не буду. Возможно, пришью. У меня там пуговка есть, зайчик, мишка.
Мгм. Да, наверное, сделаю так. Ну, в общем, вы увидите. И еще вам покажу то, что я лепила из полимерной глины. Давайте посмотрим. Так, зайчика я уберу. Очень нежный розовый цвет. Боюсь, что он выможется. Так, значит, куколка. Куколка у меня. Посмотреть бы. Так, я уже запуталась, какие где детали. Это вот от этой куколки. У меня тут не совсем ровно одна. Вот эта шея широкая вот от этой. И вот так вот. Сейчас покажу вам одну часть. Значит, ссылку на этот курс я оставлю под видео. Там девочек прибавляется, становится у нас все больше и больше. Где тут перед я делала? Наверное, вот так. Эта девочка будет, не знаю, одна русалочка будет, вторая змейка будет. Буду делать. Я сегодня их отправила и на полный запек. Вот. Так, ну, давайте я сдали вам буду показывать. Значит, что в этой куколке мне не нравится, это то, что у нее такая массивная шея достаточно получилась. Но, возможно, я потом отшлифую, чтобы ее уменьшить. Но вроде бы ничего, так нормально. Ничего плохого мне не сказали, что я там как-то неправильно делаю. Для первого раза, если я вообще ничего не лепила, вполне сойдет. И вторая девочка будет более подвижная. Для нее я еще не лепила хвост. Вторая девочка будет более подвижная. Вот. Мне очень нравятся уроки, потому что, ну, я в полимерной глине вообще ноль. Я когда-то покупала курс по тому, как делать эти. Ой, прям шарниры ходят. Уже хочется собрать, потому что она будет вообще подвижная, подвижная. Значит, покупала курс по овощам. Я его так и не прошла. И вот полимерная глина с того курса у меня осталась. Там много разных цветов, но в основном зеленый. Поэтому вот для этой куколки я зеленый цвет взяла. У этой, возможно, тоже будет зеленого цвета хвост. Потому что зеленого у меня очень много, и я не знаю, куда его расходовать. Вот буду расходовать на хвосты для куколок. Вот такая вот вторая. Здесь немножко я скосила плечи. Ну, тоже, ну, ничего страшного. Для первого раза сойдет. Себе просто поиграться на столе, чтобы стояли. Я думаю, будет отлично. Вот, так что занимаюсь еще полимерной глиной. И, значит, что по планам? Сказала, что буду вязать дракошу, буду вязать платье для куколки. И я думаю, что я подсоединюсь через несколько дней. Сейчас вот возьмусь, займусь этой куколкой. Да. И, в общем, буду делать эту куклену, чтобы она была красивая. Да? Будем тебя делать красивой сейчас. Все, пойду, пока время есть, часик, займусь. Так, прошло снова несколько дней. Значит, я вам покажу куколку. Не так быстро у меня получилось ее сделать. И результат мне, конечно, не очень нравится. Но, в общем,
как сделала, так и сделала. Во всяком случае, у нее не будет такого блеска. Вот такая малышка у меня получилась. Не очень хорошо получилось сделать губки. Близко показывать не буду, потому что сразу увидите косяки. Но при этом у меня были глазки вот такие красивые. Я поменяла реснички, убрала этот блеск, немного сделала ей такой здоровый цвет лица, назовем это так. Немножко щечки розовые сделала, не очень ярко, чтобы это не было слишком выражено. Но я не смогла хорошо сделать чисто работу по губам. Во-первых, то, что я хотела сделать, у меня не получилось. Вот, поэтому близко показывать не буду. Сдали, выглядит вполне себе хорошо. Не так блестит, мне нравится она намного больше. Вот, так, значит, следующее, что я вам покажу. Я сделала куколку. Вот такую вот рыженькую девочку. Значит, обувку я ей делала из полимерной глины. Она, ее можно поставить, вот, и голова у нее поворачивается. Но в следующий раз я буду немножко по-другому делать голову. В общем, ее можно поставить. Бабочка эта снимается. Вот. Такая рыженькая малышка. Вот. Следующее, что я вам покажу, вот такую божью коровку. Вот про вот такую божью коровку мне как-то писали комментарии в Инстаграме, зачем я засунула туда бедное насекомое. На самом деле это как место хранения, она оттуда легко достается, вот, поэтому обычным пинцетом можно достать. Но тот, кто дома, например, не занимается миниатюрой, достать можно пинцетом для выщипывания бровей. Ну, потому что игрушка ж это будет уже как бы своя родная. Вот. Но у меня специальный пинцет, с которым я работаю для работы. И еще вот такую маленькую божью коровку, которая 1,5 сантиметра размером. Вот такая хорошенькая она получилась. И вот вместе они. Вот такие. Отсвечивает бутылочка. Ну, думаю, что все равно все видно. Так, это по поводу этого. Также у меня здесь лежат ниточки для дракона, которым я не занялась, потому что я сейчас занимаюсь другим немножко проектом. Сейчас как раз закончу 2 игрушечки. Это будет красная панда и лисичка. Вот. Значит, дракона я буду чуть-чуть попозже делать, потому что тот проект, который вот будет входить вот этот зайчик, дракон и другие игрушки, я буду делать по мере возможности, как у меня будет освобождаться время и желание. В первую очередь я буду делать заказы. Вот, значит, на этом, наверное, я пока что закончу. Я думаю, что я подключусь еще чуть-чуть попозже для того, чтобы показать красную пандочку и лисичку. Либо вставлю чуть попозже просто видео вам показать. Вот. В общем, буду работать. Так, небольшое включение. Покажу вам быстренько, что я здесь сделала. Значит, по-моему, этих малышей я вам показала. Камера немножко неудобно стоит. Только что фотографировала. Вот такие божьи коровки. Значит, я закончила красную пандочку. Такая она милашка получилась. Хорошенькая.
Вот такая лапушка. Ой, нет. Также я сделала лисичку. Лисичка светлого цвета. Можно такую, можно другую сделать. Но вот я светленькую сделала. Ну и девочку я, по-моему, вам показывала. Не помню. Вот такая девочка. Буду все это запаковывать и отправлять. Ну, как засвечивается всем. Давайте на девочку посмотрим. Значит, я, вяжу дракона, но я посмотрела, что по, продолжительности видео уже достаточно много времени, поэтому, наверное, буду я заканчивать, с этим видео. И, попозже буду начинать, новый влог, когда будет что-то готово. Вот, значит, дракошу я посмотрела, что мне не хватает, здесь мулине, которые я брала. Вот это. И я подобрала вот такой цвет. Хочу сейчас посмотреть, это такой же или не совсем такой же. Так, черный прилип. Так, не совсем, наверное, подходит. М, Значит, буду перевязывать детали, которые у меня готовы. Не хватит мне этого мулине полностью на дракона. Маловато здесь. Ну, что ж поделаешь, придется переделывать. Так, ну и все, что я хотела вам рассказать. Значит, что по планам? По планам, меня попросили связать, пушистенькую чихуахуа, и одну птичку сделать. Я никогда ее не делала, тоже попробую сделать, в коллекцию к своим птичкам. Посмотрим, что у меня из этого получится. У меня до этого был запрос на одну птичку, но я так и не сделала. И здесь. И вот я не знаю, что мне делать. Либо в таком же стиле, как я делаю все игрушки, либо немножко по-другому делать, более реалистичные. Тут вопрос такой у меня, не знаю, что делать. Просто не знаю, что делать. Ладно, в любом случае я вам покажу, что у меня получится. Будут ли это мультяшные, будут ли это более реалистичные, вы все это увидите. Поэтому увидимся с вами в новых видео. До новых встреч и всем пока-пока.